Привет, я доктор Берг. Сегодня поговорим об идеальной тренировке. Что такое идеальная тренировка? Ответ зависит от вашего организма. Есть люди, находящиеся далеко, не в лучшей физической форме. И есть топовые спортсмены. Я расскажу вам об элементах тренировки, которые вы подберете под себя. У физической тренировки есть 3 простые переменные: длительность упражнения, интенсивность и восстановление. Также есть частота, сколько раз вы занимаетесь. Но вот в этом вся простота. Еще один вопрос в том, хотите ли вы просто подтянуть тело или сжечь жир. От ваших целей будет зависеть подход. Например, если вы хотите повысить тонус, вы будете работать с телом по-другому. Сегодня речь пойдет об общем фитнесе и сжигании жира. Как их максимизировать? Первое, что нужно знать, это то, что длительность упражнений — это не то, что стимулирует гормон роста, который является главным жиросжигающим гормоном. На самом деле, чем больше вы тренируетесь, тем больше повышается кортизол, а с ним и стресс в организме. Люди, которые проводят высокоинтенсивную длительную тренировку на час-полтора на пределе сил каждый день, лишь повышают уровень кортизола. Фитнеса это не добавит, вес уходить не будет. В идеале для стимуляции гормона роста нужна небольшая длительность, высокая интенсивность нагрузки на все тело и долгое восстановление. Это лучший вариант. Поговорим об интенсивности. О какой интенсивности идет речь? Это такие упражнения, при которых работают все мышцы тела одновременно. Например, некоторые люди занимаются кикбоксингом или аэробикой, когда прорабатывается и нижняя, и верхняя часть тела. Мне нравится становая тяга. Это очень хорошо помогает моей спине. Выполняя становую тягу с правильной техникой, вы получите нужную интенсивность, ведь задействуется каждая мышца в теле. Также подойдут прыжки со скакалкой, некоторые типы йоги. Есть очень высокоинтенсивные виды йоги, при которых работает все тело. Нам нужно резко увеличить частоту пульса и проработать все тело. Но никаких долгих тренировок, длительность короткая. Вот вам эмпирическое правило. Максимальное время интервальной тренировки, при которой короткие высокоинтенсивные подходы чередуются с отдыхом. Это от 20 до 40 минут. Каждый раз, когда вы превышаете 40 минут, вы уменьшаете свои результаты. Гораздо лучше повысить интенсивность. Я люблю делать короткие интенсивные подходы, отдых. Если вы только начинаете, тренируйтесь по 20 минут через день. Я говорю о том, что во время тренировки вам нужно интенсивно заниматься 2, возможно, 3 минуты. В общем, от 1 до 3 минут, а затем отдыхать 4 или 5 минут. А еще есть кроссфит, который будет сверхнагрузкой, если только вам не 18. Минута нагрузки, минута отдыха — неправильный подход. Восстановления мало. Пульс должен вернуться туда, где был. Я также езжу на велосипеде. Я выжимаю максимум на протяжении 1-2 минут, а затем спокойно еду и отдыхаю 3-4 минуты. И повторяю, я занимаюсь по 20-40 минут через день, а в другие дни хожу пешком. Это основные базовые правила. Это повышает гормон роста. Другая переменная — это восстановление. Вся польза от упражнений в восстановлении, и происходит оно в основном, когда вы спите. Именно спустя 2-3 суток происходит все самое хорошее. На этом этапе мы получаем нагрузку, а здесь идет восстановление и рост мышц, сжигание жира. И на это нужно время. Чтобы делать высокоинтенсивную тренировку каждый день, нужно быть в очень хорошей форме. Возможно, лучше все же через день. Некоторым людям, с которыми я работаю, требуется более долгое восстановление. Им я рекомендую высокоинтенсивную тренировку и 4-5 дней на восстановление. Некоторым я менял режим тренировок с через день на раз в неделю, и они начинали худеть как угорелые. Обязательно проверьте это на себе. Если вы не худеете, увеличьте восстановление и посмотрите на результат. Вместо того, чтобы жертвовать сном,
и вставать в 4 утра ради тренировки. В это время лучше спать, а не тренироваться. Именно во сне происходит все хорошее. Если вы переусердствуете, жертвуя сном и тренируясь слишком часто, никаких результатов не будет. У меня есть пациентка, которая занималась по 6 часов в день. Результата 0. Переборщила. А она думала, что так сожжет больше калорий, но это не работает. Нужно смотреть по ситуации. При восстановлении не должно быть стресса, нужно высыпаться, нельзя позволять себе есть неподходящие продукты. От питания тоже очень многое зависит. Например, если бы вы съели немного сахара, выпили немного вина или сока, то результата не будет. Вполне можете с ним распрощаться на пару-тройку дней. Об этом будет видео. Суть в том, что некоторые вещи могут свести все на нет. Скрытые углеводы, немного сахара. Итак, нам нужно сократить длительность и увеличить интенсивность. Но нужно делать это постепенно, потому что очень легко переусердствовать и навредить себе. Я тоже этим грешу. Иногда я забываюсь и так тренируюсь, что могу запросто, например, вывихнуть лодыжку. Ключевой момент — дать телу восстановиться. Я обычно тренируюсь через день и наблюдаю за результатами. Это основные переменные. Ими нужно пожонглировать и найти лучший баланс для себя. Спасибо за просмотр.